Зеленского используют против Путина, пока Европа готовит армию. Иран открыл Ормузский пролив, обвалив цены на нефть за полчаса. Евросоюз в бешенстве и пытается диктовать условия Тегерану. Подробности сейчас расскажу. Теперь подробно и по делу. Александр у микрофона. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Брюсселе официально озвучили сроки, на которые ориентируется европейское военное руководство. Начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансена подтвердил, что Евросоюз намерен поддерживать интенсивность конфликта на Украине до 2030 года. За эти 6 лет Европа планирует полностью перестроить свою оборонную систему, чтобы быть готовой к конфликту с Россией без оглядки на поддержку из Вашингтона. Генерал высказался предельно прямо. У нас есть несколько лет, пока длится конфликт Путина и Зеленского. По сути, нынешние боевые действия рассматриваются европейским командованием исключительно как инструмент для подготовки собственных армий. Слова генерала подкрепляются практическими шагами по мобилизации ресурсов. На встрече с Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский потребовал вернуть украинцев призывного возраста на родину. Он подчеркнул, что вопрос справедливости требует ротации тех, кто находится на передовой, а значит, каждый гражданин обязан нести ответственность перед государством. Многие из них уехали, нарушив украинское законодательство. Соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом. А что касается этих людей, то наши вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись. Безусловно. Потому что у нас должен быть принцип справедливости. Людям, воинам на фронте нужна ротация. Но ответственность должна нести каждая гражданка и гражданин Украины, который в состоянии это сделать, у которых есть конституционная обязанность и призывной возраст. Германия отреагировала на этот запрос финансовым инструментом. Правительство выделяет 2 миллиарда евро на программу выдворения. Схема простая. 5 тысяч евро для одиночек и 15 тысяч евро для семей. Деньги выплачиваются при условии полного выезда за пределы Евросоюза. Параллельно Франция перешла к силовым мерам, готовя депортацию 40 тысяч украинских мужчин. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите свой комментарий, что вы думаете, как долго Зеленский сможет еще продержаться. Но пока Евросоюз ищет людей для затяжной борьбы, на Ближнем Востоке Иран делает ход, который взбудоражил всю мировую экономику. На Ближнем Востоке ситуация круто развернулась буквально за считанные минуты. МИД Ирана официально объявил о решении полностью открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом стало достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Но есть нюанс. Военным кораблям проход по-прежнему закрыт, Тегеран впускает в свои воды только торговые суда. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что на период перемирия ключевая артерия мирового энергорынка снова в деле. Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период действия режима прекращения огня на согласованном маршруте. Реакция рынков была моментальной и сокрушительной. Цена на нефть марки Brent, которая до этого торговалась в районе $96, рухнула ниже $90 менее чем за полчаса. Биржевая статистика зафиксировала падение ровно на 10% до отметки $89,5 за баррель. Это самые низкие значения за последние несколько недель. Несмотря на возобновление движения, ситуация остается напряженной. Иран фактически установил свои правила прохода, что дает Тегерану возможность контролировать значительную часть мирового грузопотока. По сути, любая попытка диктовать условия в международном проливе ставит мировую торговлю в зависимость от решения одной страны. И тут назревает вопрос, как долго будет это перемирие. Что думаете вы, напишите ниже. И именно этот контроль Ирана вызвал настоящую ярость в европейских столицах. Решение Тегерана формально открыть Ормузский пролив не привело к разрядке международной напряженности. Напротив, европейские столицы выступили с резкой критикой условий, на которых Иран возобновил навигацию. В Париже, Лондоне и Берлине считают, что предложенный формат под единоличным управлением иранских властей и с перспективой введения сборов является прямым нарушением международного морского права. На экстренном саммите в Париже лидеры Франции, Великобритании, Италии и Германии дали понять, что условное открытие пролива неприемлемо для мировой экономики. Эммануэль Макрон, выступая от лица принимающей стороны, подчеркнул, что суверенитет над международными водами не может быть передан одной стране. Любые попытки Тегерана навязать свой режим конвенций или пошлин европейская сторона намерена рассматривать как незаконную попытку захвата глобального ресурса. Мы все требуем немедленного и безоговорочного открытия Ормузского пролива всеми сторонами. Мы требуем восстановления условий свободного прохода, которые действовали до начала войны, и полного соблюдения норм морского права.
Мы все выступаем против любых ограничений, любых режимов, которые по сути являются попыткой приватизировать пролив. И, конечно же, против любых систем взимания платы. Великобритания, действуя в тесной координации с Евросоюзом, сделала акцент на экономических последствиях иранских ограничений. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что свободная навигация – это не предмет для политического торга, а вопрос глобальной ответственности. Позиция Лондона остается непоколебимой. Если дипломатические методы не обеспечат полную свободу судоходства без иранских пошлин, в ситуацию может вмешаться военный альянс. Миру нужно, чтобы Ормузский пролив был открыт для судоходства, потому что только так мы сможем удержать цены на приемлемом уровне для наших граждан и предотвратить глобальный экономический ущерб. Во-первых, мы должны оказать дипломатическое давление. Мы выступаем за мир, основанный на фундаментальном принципе, согласно которому пролив должен быть открыт немедленно, без каких-либо сборов и ограничений. В качестве подтверждения серьезности своих требований Евросоюз и Великобритания ускоряют развертывание специальной миссии в регионе. Стармер подтвердил, что это станет прямым ответом на созданную Тегераном нестабильность. Задача группы будет заключаться в обеспечении безопасности прохода коммерческих грузов вне зависимости от позиции иранских властей. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит многонациональную миссию по защите свободы судоходства, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонительная миссия, призванная успокоить коммерческое судоходство и поддержать разминирование. Италия выразила обеспокоенность тем, что Иран использует пролив как рычаг давления в рамках переговоров по ядерной сделке. Джорджа Мелони отметила, что частичное открытие пролива является лишь временной мерой, которая не решает фундаментальных проблем безопасности. Она подчеркнула, что от стабильности в этом регионе напрямую зависит продовольственная и энергетическая безопасность миллионов людей в Европе. Германия заняла еще более жесткую позицию, связав окончательное решение вопроса навигации с полным прекращением иранской ядерной программы. Фридрих Мерц подчеркнул, что Европейский Союз не пойдет на компромиссы, пока сохраняется риск ядерного шантажа со стороны Тегерана. Это заявление фактически ставит крест на попытках Ирана разделить вопросы экономики и безопасности. Наша позиция согласована со всеми нашими партнерами. Иран должен свернуть свою ядерную программу, прекратить нападать на Израиль и страны Персидского залива, а также обеспечить надежную, бесперебойную и безвозмездную навигацию по Ормузскому проливу для свободного судоходства. Реакция европейских лидеров однозначна. Открытие пролива под контролем Тегерана не считается завершением кризиса. ЕС переходит к этапу активного военного планирования, который начнется на следующей неделе в Лондоне. Как вы считаете, сможет ли европейская миссия обеспечить безопасность судов без вступления в прямой конфликт с иранскими военно-морскими силами? Вот такие новости на сегодня. Жду вашей реакции в комментариях, делитесь этим видео с теми, кому важно видеть реальную картину, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее включение. Благодарю за просмотр, будем вместе следить за развитием событий.